Приветствую вас, драгоценные подписчики и гости моего канала. Мы продолжаем вместе с вами изучать книгу Даниила пророка. И сегодня мы рассмотрим 8 главу. 2 стих и далее. «И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Иламской. И видел я в видении, как бы я был у реки Улая». Ну, здесь тоже я остановлюсь. Сразу надо отметить, что на момент, когда он видел это видение в царствовании Валтасара, город Сузы еще не был престольным городом. Он стал престольным городом только во времена царствования царей медийских и персидских. Поэтому это уже само по себе пророческое откровение у него началось с того, что этот город, в котором он находился в видении, это будущая столица. «Был я как бы реки Улая», с 3 стиха. «Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки. У него 2 рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. Я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силы овна устоять против него. И он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть этого воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства этого, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой, кому-то вопрошавшему: насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы? И сказал мне: на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мной как облик мужа, и услышал я от середины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видения относятся к концу времени». И когда он говорил со мной, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал: «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени». И когда люди читают это, не понимая библейской хронологии, то автоматически это относят, ну, раз конец времени, значит, ну вот конец всего времени. Когда вот вся история закончится, будет второе пришествие Христа, ну и, соответственно, сразу начинают все события просто за уши притягивать к тому, что написано в книге Откровения Иоанна. Но мы должны четко понимать, что книга Откровения Иоанна, книга Откровения не является толкованием книги Даниила. И не надо просто брать и в кучу это все смешивать. Несмотря на то, что там упоминаются похожие термины, похожие образы, это не является одним и тем же. Есть многие моменты, которые в Писании описываются одними и теми же образами вообще по всей Библии. Поэтому надо уметь это отличать и не смешивать. Если бы книга Даниила не была объяснена Даниилу ангелами, то тогда было бы сложно бы действительно на самом деле показать, что о чем там на самом деле идет речь, и каждый еще хуже. И сейчас-то уже понапридумывали много чего. А тогда бы точно вот вообще было бы не разобраться. Слава Богу, что книга Даниила, она объясняет саму себя. Что называет здесь Гавриил последним временем? Он говорит, это относится к последнему времени. Вот давайте, что такое последнее время, как он объясняет это Даниилу. И вот он говорит:
сказал: «Я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый – царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие 4. Это 4 царства восстанут из этого народа, но не с его силы. Слава Богу, что здесь Даниилу объяснено, и, соответственно, и нам объяснено, что за последнее время и какие действующие лица этого последнего времени. Итак, мы сразу видим, что здесь идет царь Медийский и Персидский, это мы уже говорили в предыдущих главах, козел косматый – царь Греции, первый ее царь, большой рог, это Александр Македонский. Соответственно, последнее время имело отношение не к тому, как мы сейчас воспринимаем последнее время, а к последнему времени того периода перед первым пришествием Иисуса Христа. Давайте вот это для себя поймем. То, что мы сейчас читаем здесь, относится к концу времени перед пришествием Мессии. Это и есть последнее время перед пришествием, первым пришествием Иисуса Христа. Здесь не идет речь о втором пришествии. Ну, извините, если кому-то хочется думать по-другому. Писание, оно объясняет, о чем здесь идет речь. Идет речь о Александре Македонском, и вот он сломился, и вместо него вышли другие 4. Это 4 царя восстанут из этого народа, но не с его силой. После того, как Александр Македонский умер, была серия междоусобных войн, были определенные встречи между военачальниками, и империя постепенно в течение нескольких лет разделилась на 4 основные части, которые возглавили бывшие военачальники Александра Македонского, такие как Птолемей, это он получил Египет и то, что относилось к Египту. Мы видим, что Селевк получил все, что было связано с Сирией, Иран, Ирак и аж до Индии. Это получил Селевк, очень большой, можно сказать, самый большой кусок. Постепенно все, ну, это все не за один раз, это не то, что они сели, поговорили, решили и распределили таким образом. Это были войны, это были междоусобные войны, оно постепенно в конечном итоге вот к этому пришло. Македонию и Грецию получил Кассандр, часть современной Турции получил Лисимах. Вот такие вот полководцы. В основном идет речь о царстве селевкидов, и в 7 главе шла речь в основном об царстве селевкидов и царях, которые были там, и как это связано с Израилем. И мы видим, что земля Израиля, вот она, вот Иерусалим, она поделена как-то непонятно. Часть относится по цвету, мы видим, к селевкидам, часть относится к Птолемеям. В общем, граница была неясная. Были претензии у них, у этих вот династий по поводу этой границы земли, и постоянно шли междоусобные войны. То есть толпы вот эти войск ходили то на север, то на юг. То есть Селевк – это северное царство по отношению к Израилю, а Птолемеи в Египте – это южное царство по отношению к Израилю. Эти термины еще будут встречаться. Для того, чтобы нам дальше разобраться, я хочу, чтобы мы прочитали толкование, которое ангел дает. Давайте его прочитаем дальше. И вот он говорит, с 23 стиха. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не с его силой, и он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых. И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением этим и не понимал его». Предыдущее видение описано в 7 главе. Он не совсем понял, оно его очень смущало. В 8 главе он тоже я не понимал. Это нам говорит о том, что будет еще дальше объяснение, более подробное. И мы еще об этом поговорим с Божьей помощью, поэтому, кто не успел подписаться, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу, к востоку и к прекрасной стране.
И вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть этого воинства и звезд, и попрал их. Многие почему-то сразу это делают так. Ага, они вспоминают, что в книге Откровения там дракон, он низверг часть звезд на землю. И вот это, значит, ангел тьмы, вот этот сатана, который увлек за собой часть ангелов, привлек на свою сторону. И вот они, ага, звезды, и так вот почему-то трактуют. Но мы видим, что ангел объясняет Даниилу вот это видение, те звезды или силы небесные, не идет речь об ангелах. Давайте посмотрим еще раз, о чем идет речь. Вот мы видим 24 стих. «И укрепится сила его, хотя не его силой, он будет...» Видите, укрепится сила, то есть он был маленький, он разросся, да? «И укрепится сила его, хотя не его силой, он будет производить удивительное опустошение, успевать и действовать, и губить сильных, и народ святых». 24 стих. И 25 стих. «И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». То есть идет речь о том восстании, которое он производит на земле по отношению к народу Божьему, по отношению к народу израильскому. Не идет речь о войне ангелов в данной ситуации. Мы еще будем продолжать разбирать книгу Даниила, поэтому кто не успел подписаться, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте, если понравилось, если что-то вы для себя узнали, почерпнули. Обязательно поделитесь этим видео с другими людьми, чтобы они тоже могли узнать, что же на самом деле написано в книге Даниила, и освобождались от всяких домыслов, которыми сегодня просто переполнен христианский мир. Итак, всем до новых встреч!